Здравствуйте, уважаемые ценители текстиля! Сегодня я расскажу вам об одной очень интересной технике отделки тканей, которая известна давно, но не теряет своей актуальности по сей день. Эта техника называется деворе или burn-out. Во Франции начала 20 века аристократы пренебрежительно называли текстиль, полученный по этой технологии, кружевами для бедняков. А вы, пожалуйста, не забывайте подписываться, так это видео видит больше людей. Вам это ничего не стоит, а для продвижения канала очень полезно. Итак, ткани и изделия Деворе много лет привлекают модников необычной фактуры и рисунков. И фактуру эту получают не при помощи качества, а благодаря химической реакции. А началась история Деворе с очистки шерсти. Дело в том, что при подготовке ее к прядению в ряде случаев применяют процесс карбонизации. В шерсти иногда присутствуют растительные примеси, которые полностью удалить механическим путем практически невозможно. Их называют цепкими примесями. Это репейник, череда, солома и прочее. В XIX веке же был изобретен процесс карбонизации, который основан на разной чувствительности веществ к кислотам. Шерсть состоит из белка, а растительные примеси из целлюлозы. Белок устойчив к действию неконцентрированных кислот, а целлюлоза нет. Поэтому при обработке шерстяного волокна или шерстяных тканей разбавленными раствором минеральных кислот шерсть не повреждается, а целлюлозные примеси обугливаются и легко удаляются при последующей обработке, промывке и трепании. Лучше всего подходит для карбонизации серная или соляная кислота. Точно неизвестно, кому именно пришла в голову идея, что разную чувствительность разных волокон к кислоте можно коммерциализировать для получения необычных эффектов на ткани. Но известно, что произошло это в Лионе, столице французского текстильного производства в XIX веке. Деваре – это техника обработки ткани, благодаря которой на полотне образуется фактурный рисунок. Само слово происходит от французского «devorer», что означает «выжигать» или «пожирать». Дело в том, что узоры и рисунки деваре образуются путем удаления, вытравливания химическим способом части волокон, из которых состоит текстиль. Для этого ткань всегда должна состоять как минимум из двух компонентов с разной чувствительностью к химическим препаратам. Например, у вас есть ткань, состоящая из хлопковой и полиэфирной пряжи. Химический реагент наносится через трафарет, соответствующий будущему рисунку, на определенный участок ткани или одежды. В результате обработки ткани в местах нанесения реагента хлопковая пряжа растворяется, а полиэфир остается, образуя тонкую прозрачную сеточку только из полиэфирных нитей. Прочность ткани при этом теряется незначительно за счет высокой прочности полиэфира. На материале же получается очень необычная объемная фактура. Каким же образом можно получать такие ткани смешанного состава, подходящие для технологии Девори? Во-первых, можно соответствующим образом заправить ткацкий станок, чередуя при заправке нити основы ютка разного сырьевого состава. Во-вторых, можно скрутить две нити разного сырьевого состава, а затем получить из них ткань. При выжигании одна из нитей в составе крученой пряжи растворится, а вторая останется, а целостность ткани не нарушится. В-третьих, можно получить армированную комбинированную пряжу из двух компонентов разного сырьевого состава. Это когда тонкая комплексная химическая нить покрывается волокном на прядельной машине. Волокно может быть любое, хлопковое, шерстяное и так далее. Важно, чтобы у волокон стержневой нити, покрывающих ее волокон, была разная чувствительность к химическим реагентам. Эта технология, кстати, сейчас одна из самых распространенных, так как ткани после обработки сохраняют равномерную поверхность и лишь незначительно теряют прочность. В-четвертых, сама пряжа может быть получена из волокон разного сырьевого состава, часть которых растворяется при обработке. Здесь важно правильно подобрать процентное соотношение компонентов, чтобы после выжигания пряжа не развалилась, а ткань сохранила прочность. Кроме того, все эти смешанные виды пряжи можно по-разному заправлять на ткацком станке и использовать разные переплетения или двухслойные структуры ткани. Можно получить многослойную ткань при наложении слоев ткани разного сырьевого состава. Слои сшиваются или склеиваются, а затем выжигаются участки верхней ткани, обнажая нижнюю ткань. Можно получать очень необычные цветовые эффекты, например, окрасить только один из компонентов смешанной пряжи. Например, в хлопко-полиэфирной пряже закрасить дисперсными красителями только полиэфирные волокна. Хлопковые волокна при этом не закрашиваются. Когда же хлопок растворится в ткани при обработке, получится очень необычный меланжевый эффект. В общем, способов реализации этой технологии и возможных эффектов бесчисленное количество. Ткань деваре может быть плотной или тонкой, полупрозрачной или матовой.
Рисунок на ней смотрится объемным, будто парящим в воздухе, а на самой ткани чередуются прозрачные и более плотные участки. Мотивом для ткани могут стать любые элементы – листья, цветы, бабочки, геометрические узоры, абстракции и многое другое. Представляете, какой простор для творчества художников, модельеров и дизайнеров открыла эта необычная технология. Процесс вытравливания волокон для получения узоров состоит из нескольких этапов. Сначала разрабатывается трафарет, соответствующий будущему фактурному рисунку на ткани. Затем этот трафарет накладывают на изнаночную сторону изначально нефактурной ткани или изделия в тех местах, где должна произойти вытравка. Далее ткань через трафарет обрабатывают химическим реагентом и происходит вытравка одного из компонентов. При этом волокна на заданных фрагментах разрушаются, чтобы появился задуманный узор. Травлением волокна могут удаляться частично или полностью. Обработанные участки текстиля становятся более тонкими, даже прозрачными. Защищенные же участки сохраняют первоначальный вид и фактуру. Из них получается выпуклая часть рисунка. Далее полотно промывается для удаления остатков реагента, после чего на него может быть нанесен, например, печатный рисунок. Для массового производства тканей Девори применяются печатные машины для тканей, где один из печатных валов наносит разрушающее волокно химическое вещество, а второй наносит в местах вытравки печатный рисунок. При этом получается имитация ажурной вышивки. Какие же смеси подходят для технологии Девори? Это все смеси, содержащие целлюлозные волокна, хлопок, вискозу, лен и синтетические волокна, такие как, например, полиэфирные или полиамидные. Для выжигания хлопка может использоваться 70% серная кислота или гель с гидросульфатом натрия, который при нагревании образует кислоту, которая обугливает целлюлозные волокна. Или дигидрофосфат натрия, практически универсальное выжигающее средство для тканей, содержащих смеси волокон с полиэстером. Но он не может использоваться для смесей, содержащих полиамид. Для него выжигающим агентом является сульфат алюминия. Второй вариант – это смесовые ткани из белковых волокон, таких как шерсть или шелк, с синтетическими или целлюлозными волокнами, то, с чего все начиналось. Например, шерсть с акрилом или один из самых дорогих вариантов Девори – это шелк с вискозой. В этом случае для растворения вискозы используется сульфат или хлорид алюминия. Раствор гидроксида натрия используется для выжигания компонентов шерсти или шелка в смесях с полиэстером или полиамидом. Также существуют и сухие технологии выжигания волокон в электромеханическом поле или с помощью ионизированной плазмы. Технология Девори подходит для тканей разных переплетений и структур. Но лучше всего она себя показала для таких тканей, как велюр, бархат, сатин, атлас, шифон, органза и батист. Ткани Девори всегда имеют узнаваемую фактуру. Если присмотреться, то вы отличите вытравленные узоры от узоров вытканных или вышитых. Очень эффектно смотрятся ткани, в которых нити утка и основы относятся к разным типам волокон. В качестве дополнительного декора ткань окрашивают в разные цвета и даже расписывают вручную. Несмотря на внешнюю хрупкость и полупрозрачность, современный текстиль Девори достаточно прочный, так как для травления выбираются материалы, которые даже будучи лишенными части волокон, остаются прочными и износостойкими. Ткань Девори впервые начали производить во Франции еще в XIX веке. История говорит, что на одной из текстильных фабрик Лиона пытались химическим путем получить кружевное полотно. Однако в результате многочисленных усилий на свет появилось не кружево, а ткань, которую впоследствии и назвали Девори. Для самых ранних тканей Девори использовали скрученные нити из шерсти с хлопком или со льном. Затем хлопок или лен локально удаляли с помощью печатных карбонизирующих паст из нити основы или утка, или того и другого, что создавало эффект ажурного рисунка, напоминающего кружево. В конце XIX века было получено первое химическое волокно из целлюлозы, внешне напоминающее шелк. После распространения этого искусственного шелка предприимчивые американские и европейские текстильщики стали использовать его в технике Девори как альтернативу ручным кружевам. Дело в том, что в XIX веке кружева ручной работы были в моде, стоили очень дорого и позволить их себе могли только избранные. Кружева же, полученные по технологии Девори, ознаменовали внедрение на рынок красивого и доступного всем кружева. Эти кружева были сделаны с помощью вытравки, после чего вместе рисунка оставалась тонкая сеточка,
которая с дальнего расстояния, но и даже с близкого была поразительно похожа на венецианские, ирландские или брюссельские кружева. Такие кружева аристократы пренебрежительно окрестили кружевом для бедняков. В конце XIX века техника деворе активно использовалась в производстве бархатных тканей, а наиболее популярными были геометрические и цветочные узоры. Роскошные ажурные ткани поражали модников красотой и изяществом. Ну и первоначально материал, конечно, использовался для пошива костюмов и платьев, предназначенных только для важных королевских и привилегированных особ. Однако со временем деваре становится более дешевым и доступным и получает массовое распространение не только для одежды, но и для облегчения тяжелых тканей, таких как жаккарда, парчи, из которых шились шторы и тяжелые портьеры. Весь 20 век ткани девори то входили в моду, то о них забывали на целые десятилетия. Выразительные возможности выжженного бархата открыли для себя кубисты, которые использовали визуальный язык текстиля, чтобы разбивать различные плоскости и изображения и получать радикально новые узоры и формы. В начале 20 века в моду вошли ткани деворе с очень большими удаленными участками волокон, где ворс оставался лишь в виде точек. Такие ткани использовали для женских вечерних бархатных платьев и шалей. В 1927 году их рекламировал журнал Vogue. Эти подчеркивающие фигуру прозрачные и полупрозрачные платья стали идеальными для модного тогда направления неоднозначного очарования роковой женщины бурных 20-х годов. В середине 30-х годов производители деворе начали придавать форму этим оставшимся после выжигания участкам, создавая цветочный или геометрический узор. В основном для деворе использовались модные тогда искусственные волокна, вискозные и ацетатные. Но к середине 20 века ткани деворе потеряли актуальность, так как появились их недорогие синтетические аналоги. Некоторые селебрити периодически появлялись в платьях деворе, но прежней популярности они не приобрели. Ну вот, например, британская поп-певица Лулу в скромном свадебном платье в стиле ампир из бархата деворе. А на этом фото увидите прекрасное розовое вечернее платье 1966 года от Валентина. Только в начале 80-х Джон Гальяно вновь начал использовать деворе бархат в своих коллекциях. Вот как он характеризовал эти ткани. Это особая одежда с намеком на чувственность, но не откровенно прозрачная. Одежда, которая вызывает ощущение роскоши, которую никогда не выбросишь, которая кричит, чтобы ее ласково погладили. В 1980-90-х годах знаменитый британский дизайнер Джаспер Конрад, который разрабатывал коллекции женской одежды, а также одежды театральной, буквально дал новую жизнь тканям деворе. В своих самых знаменитых театральных постановках и также для королевского балета он использовал бархатные деворе платья. В 1993 году вечерняя деворе юбка со вставками стоила 572 фунта стерлингов, а вытравленная кислотой рубашка 625 фунтов. Это было весьма недешево и по тем временам, да и сегодня не является дешевыми тканями. Британская дизайнер Джорджина фон Эцдорф в своей печатной мастерской в Уилтшире создавала прекрасные живописные бархатные шарфы в стиле деворе. А в 90-х деворе бархат становится столь популярным в Европе, что Vogue объявляет 1993 год годом деворе. И в Сен-Лоран и Кристиан Диор также много работали с этим материалом. Влечение моды к бархату деворе продолжилось и в 2000-х, когда Марк Спенсер выпустили новую коллекцию с платьями деворе. Ив Сен-Лоран также создает платье деворе, а Валентина создает коллекцию Town and Country с гламурными коктейльными платьями. В 21 веке техника деворе снова стала востребованной в производстве премиальных джинсов. Метод включает разрушение хлопковых волокон в определенных зонах ткани, оставляя нетронутыми полиамидные нити. Это позволяет создавать полупрозрачные рисунки, узоры и графические элементы, придавая джинсам уникальную эстетику. Ну, что же сейчас шьют из ткани деворе? Как правило, это нарядные ткани, которые используются для изготовления элементов одежды, особенно для деловых блузок и вечерних платьев, но не только. Из деворе шьют юбки, сарафаны, платки, палантины, кардиганы, легкие жакеты, рубашки, свадебные платья и выжженные футболки. Деворе – незаменимый интерьерный материал. Очень часто такие ткани используют для создания выжженных штор, тюлей, гардин, скатертей и мебельных покрывал. Также их используют для салфеток и декоративных панно.
Деваре также применяется для эстрадных, концертных и цирковых костюмов. Этот материал приятен на ощупь, он мягкий и красивый. Деваре просто в уходе, он легко стирается руками или в стиральной машине на деликатном режиме при температуре до 40 градусов. Его не стоит отжимать, но можно гладить. Материал быстро сохнет, имеет хорошие показатели прочности и долговечности. Он стоит к ультрафиолету, а значит хорошо подходит для штор. Носить одежду из деваре считается престижным, так как чаще всего каждая вещь уникальна и выпущена только в одном экземпляре. Так что любители текстиля, не бойтесь одеваться ярко и необычно и всегда подчеркивайте свою индивидуальность. Всем привет! Не забывайте подписываться, а если хотите поддержать канал, то переходите по ссылке в описании.